Всем огромный привет! Рада вас видеть на моем канале Кэти Амигуруми. Меня зовут Катя. Ну что, начало вязовлога и начало нового марафона. Я решила поучаствовать в марафоне 101 Kona Toys и также быть спонсором. Спонсором я уже была ранее, но не как участник. В этом марафоне решила испытать себя как участник. Вроде как первую неделю прошла, немножечко заказов становится меньше. Точнее, не меньше, а объемов маленький. И хочется тоже где-то поучаствовать. Организатор марафона Алена Зелендинова. Помимо организатора у нас есть много спонсоров, которые дарят подарки девочкам, которые участвуют, которые выполняют всякие разные условия. Поэтому также приглашаю к просмотру. Ссылки на организаторов будут внизу. Подписывайтесь, проходите по хэштегу 101 Kona Toys и ставьте лайки также девочкам и оставляйте добрые комментарии. Вот. Так что приятного вам просмотра и до связи. Всем привет! Такое вечернее подключение. Сейчас 19 число, 004 минутки, и я вот только начинаю снимать вязовлог. Сейчас у меня идет процесс. Я вяжу левушку, но в виде девочки. Вот, меня попросили связать левушку с гривой, с бантиком и вместо платья юбочку вывязать в белых оттенках. Вот я связала мордочку, глиттерные глазки. Вот, хочу сегодня за ночь хотя бы половинку игрушки связать и уже оформить ее. Пока у меня ничего нового на крючке нету, я еще не придумала, какую игрушку буду вязать для марафона, только единственное, что для заказа, которая. А так, в свободном плавании я еще не решила, что буду вязать. Дальше у меня в плане 2 крокодильчика Гена. Я их таких уже вязала, как-то в сторисе показывала, но в вязоблогах вы еще его не видели. Обязательно покажу и скажу, чем мастер-класс. Вот. Пока такое небольшое подключение. Хотелось показать вам эту мордочку плюшевую. Вот. Мне, конечно, нравятся игрушки из плюша, но все-таки полухлопок я люблю больше. Либо тоненькие игрушки. То есть я люблю тонкий крючок, ежели большой. Ну, игрушки из плюша тоже классные получаются. Не все, но большинство. Ладно, всем сладких снов, я пойду дальше работать. Нравится эта грива. Классная. Хочу такого малыша связать из велюровой пряжи. Интересно, какой размер получится. В общем, столько хотелок, только успеваю вязать. Всем приветик, вечернее подключение. Я собираюсь повязать игрушки для марафона и я хочу сразу сделать отчет. Я подготовила моточки пряжи для 2 крокодилов Гены, для плаща. Но еще нужен будет коричневый оттенок для шапочки. Вот, хочу начать. Буду вязать вечерами, даже может быть ночью, и качество съемки немножко будет отличаться. Но надеюсь, на марафон это не повлияет. Вот такое первое вступление. И пойду. Всем доброе утро. Сегодня у нас понедельник. Сейчас покажу, что я успела связать с последнего подключения. Уже прошло 2 дня. Это суббота и воскресенье. Сегодня у нас 21 число. Я продолжаю участвовать в марафоне. Как бы еще целая неделя до 28 числа по отчетам. Надеюсь, я все успею. Так, за выходные я успела связать 2 хвостика. Это для крокодила Гены и пару ручек. Все, больше я ничем не занималась. Так, зеленый цвет это Yarn Jeans. Также и красный платьик тоже будет Yarn Jeans. Но единственное, что я предпочитаю зеленый оттенок, такой темный, из Gazal Jeans. Он мне больше всего нравится. Из него вязка тоже лучше. Лучше смотрятся полукрестики. Здесь как бы тоже мне нравится, как я вяжу. Но мне сама фактура ниточки нравится. Более выпуклые крестики получаются. И у меня, к сожалению, он закончился. Заказывать пока не хочу. Решила связать то, что есть у меня из наличия.
Вот. Ну, это я ходила, покупала. Так что вот, зависла. Пойду работать. Отсняла вам начало работы. И встретимся с вами уже вечером, либо уже во вторник. И покажу вам, что я успела связать. Всем доброе утро. Я уже приступила к работе. Хочу быстренько отчет отснять и дальше уже работать. Я, конечно же, запаздываю со своими планами, то, что я себе ставлю, но процесс не останавливается, идет. Я связала туловище крокодильчика, головы. Так, это вторая голова и второе туловище. Сейчас у меня идет оформление глазок. Здесь пока крокодильчик пустой. Здесь уже такие глазки. Глазки по мастер-классу вяжутся из риса, но у меня пряжа Коко. Фокус не ловит. У меня пряжа Коко, но тоже прикольно смотрится. Вот. И остается связать им плащики и шапочку ему. И все. То есть, и уже в дальнейшем я вам покажу уже готовые игрушки с остальными. Что дальше буду вязать, я не знаю. Сегодня у нас только среда. Да, среда. Вторник я ничего не снимала, но вязала. Так что вот такое вот коротенькое подключение и побегу дальше вязать. Всем доброе утро. Хочу быстренько показать вам готовые работы, которые я вязала на этой неделе, и побежать на почту. У меня есть еще 2 дня в запасе, и я хочу связать еще одну игрушку. Я выбрала для себя, ну, по крайней мере, я ее начну, а перейдет она на следующую неделю. В рамках марафона я ее буду вязать. Так, давайте я вам покажу, что вообще какой я заказ отправляю, потому что это все идет в один заказ. На прошлой неделе я вязала зайчиков, но я на них долго зацикливаться не буду. Это кролики из советского мультика Винни-Пух и его друзья. И у меня связались таких вот 2 зайчика. Ростом они с ушками, ну, примерно 37-38 сантиметров с ушками. Вот. Линеечку я не положила, длинненькую не подготовилась. Вязала их сама по картинке. Поэтому мастер-класс на советские игрушки я делать не буду, потому что не хочу опять попасть в, как сказать, ну, не хочу попасть в тот список, который выберет Союзмультфильм, и чтобы заблокировали аккаунты. Как у меня это произошло с Инстаграмом из-за черепашки. Просто утро я еще не проснулась из-за чебурашки. Вот. Поэтому мастер-классы на советские мультики я делать не буду. Не хочу. Так, ну дальше у нас получается. Вязала я все из пряжи Woolworths. Ну, здесь в целом ничего сложного нету. Голова, туловище, свитерочек, ушки длинные. И с полухлопка я вывязывала глазки. Так, дальше к этому заказу у меня был связан львица. Левушка в виде девочки. Попросили связать с гривой. Вот. Хвостик я вывязывала. Ну, рост примерно у нее 25 сантиметров, 26 вместе с гривой. Вот. Также пряжа Woolworths. Мне нравится этот коричневый цвет. Вообще мне нравятся такие вот цвета. Осенние, вообще горчичные. Очень модные. В любое время года, мне кажется. Глазки вставляла номер 12 литерные. Сейчас буду упаковывать. И быстренько отправлять. Так, вот сюда положу. Так, и дальше у меня будут игрушки, которые связаны в рамках марафона. У меня это были также 2 героя из советского мультика. Это крокодил Гена. Мастер-класс я нашла в бесплатном доступе на Яндекс.Дзене. Ссылочку я оставлю внизу, кому нужно. Но здесь есть с моими изменениями. Поэтому где там в туловище я изменяла, плащик я вязала сама по-своему. Ну, начинала здесь как бы общая 7 рядов без изменений, а здесь уже концовку я делала по-своему. Вот, потому что все вяжут по-разному, и немножечко плащик был великоват. Пришлось немножко уже его убавлять, делать убавки. И то, наверное, я вот здесь вот накосячила, сильно
Убавки, точнее, не доделала. Получается, здесь, видите, воротничок узкий, а здесь широкий. Но я думаю, эту игрушку не портит. А рост у этого героя у нас получается так, 14 примерно. 23 сантиметров с глазками. Вот. Шапочка пришита, глазки вышивала 2 этапа. Сначала зерна джинса, потом сам глазик я вязала из пряжи коко. Это тонкий мерсеризированный хлопок. Вот. Вяжется, честно говоря, несложно. Просто кажется, что очень много и очень долго, но нет. Вязала их быстренько. Плащики так вообще ушло у меня пряжи на это все чуть больше 1,5 мотка зеленого и меньше мотка красного. Ну, может быть, целый моток, ну, плюс-минус, это даже меньше. Вот. Надеюсь, это в отчет подойдет, но главное, чтобы в марафоне, в рамках марафона была готова одна игрушка. В целом, что я и сделала. Вот. Я еще также и не определилась в категории, где я буду участвовать, пока просто вяжу и наслаждаюсь обычным вязанием. Так что на сегодня у меня пока все. Побежала на почту и до связи. Я выбрала для себя персонажа, которого я буду вязать. Так, ну что, я буду приступать к вязанию этого красавчика. Я уже подготовила пряжу и начну я с головы. Это самая интересная часть и необычная. Для вязания я уже подготовила пряжу для бороды и головы. Это смесовая пряжа. Дальше идут глазки номер 10. Основной оттенок это 0,7 Yarn Jeans. И буду вязать крючком Clover 2,25. Я надеюсь, что в рамках марафона я успею связать хотя бы голову, но сегодня у нас 26-е. Еще в целом как бы есть время, но вязовлог я хочу выпустить в воскресенье. Так что надеюсь, вы успеете хотя бы часть захватить Хагрида. Все, пойду вязать. До связи. Всем привет, новое подключение. Совсем немножечко смогла продвинуть Хагрида. Вот, думаю, за сегодня голову свяжу, а за понедельник чуть-чуть выделю полдня, чтобы сделать ему парик с бородой. Ну, там уже как получится. Сегодня мои родственники уезжают домой. Выходные прошли хорошо. Отметили юбилей. Мы с мужем 10 лет уже. Так что особо вязать много не получалось, но начало процесса есть. Это самое главное. Вот так он должен выглядеть. Еще покажу, может быть, кто не посмотрел или кто не видел. Но я видела девочек уже, кто вязал этого красавчика. Настолько он огромный. И вот за его такую пышноту, за его брутальность, за его то, что он такой большой. Ну, большая игрушка получается. Мне захотелось его тоже связать. И наконец-то надеюсь, что свяжется у меня Хагрид и компания к Новому году. Так что вот так вот у меня связано уже. Вяжу крючком 2,25. В мастер-классе я не смотрела, какой крючок рекомендуют, но я просто привыкла. Немножечко позже покажу вам, точнее анонсирую новый мастер-класс. Как снимать видео, так вечно что-то происходит на улице. Немножечко анонсирую новый мастер-класс, покажу, какие игрушечки. Это серия бэби-бокса будет. Я давно хотела начать вязать такие игрушки. И как раз таки уже просто нету сил ждать, терпеть или откладывать на что-то. Уже просто нужно вязать, делать и выпускать мастер-классы.
Моя серия первая, ну как серия, вот это я связала, выпустила мастер-класс на держатель для пустышек. Сейчас я делаю обновленную версию, также с пустышками. В набор будет входить игрушка, погремушка, держатель для пустышки и, наверное, скорее всего, подвеска на коляску либо на кроватку игрушка. Да, это все будет в одном стиле, то есть как коллекция жирафика, там сначала будет, потом коллекция котиков, мишек, ну, в общем, как получится. Так, пойду дальше вязать. Вот чувствую, что-то на улице происходит, чтобы не мешать вам всякими звуками с окон. Буду отключаться. Чуть-чуть позже покажу, что у меня получается. Ну что, я думала, я справлюсь намного быстрее, но немножко не получилось. Вот такой у меня получается Хагрид. Брови вышивала, в итоге ставила, как получились. Там нужно вывязывать, ну, по мастер-классу одной ниточкой, я вывязывала другой ниточкой. Ну, что-то вот эта бровь какая-то у меня. Блин, так не хочется, уже, не знаю, несколько раз уже перевязывала, уже не хочется ничего резать, доставать, уже оставлю как есть. И там посмотрим, может быть, добавлю каких-нибудь ниточек для симметрии. Вот, сейчас я креплю ниточки, волосики, делаю паричок. И уже у нас 15 часов вечера, понедельник. Вязовлог я планировала выпустить в воскресенье, но процесс у меня затянулся. Ну, хотелось мне, чтобы в этом влоге у меня была готовая голова, но, видать, не получится. Ну ладно, ничего страшного. Еще успею связать, еще успею вам показать и похвастаться своей работой. Еще немножечко посижу, поработаю и уже все. Но я уже буду заканчивать вязовлог на этом. Поэтому пока вот такой вот у меня Хагрид выходит. А сейчас я вам хочу показать другие работы этой недели. И уже все. Вот такие вот у меня малыши родились. Это игрушки, основа для держателя для пустышек. Вот. Немножко они отличаются от моих первых. Размер этой игрушки 9 сантиметров. А держатель для пустышки играет роль не только как украшение, аксессуар к соске, а как развивающая игрушка. А помимо того, что малыш пользуется своей дудоней, соской, можно этой игрушкой играться, щупать. Здесь детальки, особенно в жирафиках, есть за что малыш будет держаться ручками, за что будет щупать. Также ажурная юбочка, за которую можно держаться, вывязывать. Ну, также и помимо игрушки есть еще обвязанные бусинки, которых он может грызть, облизывать и как чесать свои десенки. Вот. Сейчас я связала девочку, у меня осталось ножки пришить. Вот так вот будет выглядеть держатель для пустышки. И из такой же серии также будет погремушка и будет игрушка сама. Вот такой вот малыш получается у меня. Это первый у меня был жирафик связанный. Он идет однотонный. Здесь у меня ножки связаны на коричневые разные оттенки пряжи. Газал джинс, ярна джинс и коттон конт. Я потом уже заметила. Но эта игрушка не для продажи, так как она первая, для образа. Но также, кто, например, не любит вязать, делать держатель для погремушек, можно вязать такие вот маленькие игрушки, кто любит коллекцию из маленьких игрушек. Вот. Так что на новой неделе начну вязать мальчика и буду потихонечку уже оформлять мастер-класс. Мастер-класс выйдет где-то в середине ноября, может быть в конце ноября, не буду загадывать, потому что работы еще очень много. Помимо мастер-классов мне еще нужно делать и заказы. Вот. Поэтому особо не тороплюсь, но потихонечку буду анонсировать и знакомить вас с мастер-классами. Также на этой неделе я начну уже вязать игрушку большую к этому набору. Вот. И для любопытства я начала вязать этого же жирафика только из микровелюра. Вот. У меня штатива нет, ребенок забрал. И вот такая вот прям малышка получается.
Сейчас вам для сравнения положу. Вот, из Ярнер джинса это крючок номер 2, я вязала кловера. А это 1,25 и микровелюр. Очень хочу связать эту игрушку. Это для примера. Может быть, кто тоже любит и вязать из микровелюра, но я хочу повесить себе на брелочек этого жирафика. Вот. Так что работы много, вязать очень много, и чему я очень рада. Мне очень нравится микровелюр. Я закупилась этой пряжи. У меня очень много разных оттенков. Я покупала по коробочкам. Фирму не помню девушки. Ну, сейчас, по крайней мере, сколько я не смотрю вязальщиц, сейчас все у нее покупают. Поэтому я тоже у нее покупала. Крафтовая коробочка. И на крафтовой коробочке печать ее эмблемки. Я надеюсь, вы поняли, о чем я и о ком. Вот, я закупилась. Там упаковочек 5-6 купила. Разных цветов, чтобы были, потому что мне очень-очень нравится эта пряжа. И хочу из нее поработать и на маленьких, поработать и повязать маленькие игрушки, помимо мастер-классов для малышей. Вот, ну, такие вот у меня пока новости. Так что буду на этом с вами прощаться. Если вам понравился влог плюс марафон Cotton Toys, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.